Забудь все, что ты узнал в интернете про трейдинг. Забудь про паттерны, бесполезные индикаторы и теорию, которую никто не использует. Это единственное видео, которое тебе нужно, чтобы начать реально понимать трейдинг. Я пройдусь с тобой от самого нуля. Что такое трейдинг до реальной прибыли на примере, где я заработал $4000 на одной сделке. Без воды и только то, что работает прямо сейчас. Поехали. Давай начнем с того, что вообще такое трейдинг. Трейдинг – это, по сути, обмен. Как, например, в детстве мы менялись игрушками или карточками, где один отдает то, что ему не нужно или надоело, в обмен на то, что может стать полезнее или ценнее. Финансовые рынки – то же самое, только уровень немного повыше. Вместо игрушек – валюта, крипта, акции. И вместо одноклассника – весь рынок. Каждый участник рынка имеет свое мнение. Кто-то думает, что актив вырастет, и он покупает. Кто-то считает, что он упадет, и он продает тому, кто покупает. Платформы, где анализировать и смотреть рынки. Давай поговорим про это. Про то, где вообще анализировать цену. Самая популярная и удобная платформа для анализа – это tradingview.com. Именно там ты будешь проводить 80% времени. Размечать зоны, анализировать поведение цены, планировать входы и выходы. У нее есть бесплатная версия, и ее тебе с головой хватит для начала. Давай полностью разберемся, как использовать эту платформу. Я выключу все свои индикаторы и рисунки на графике и начну с полного нуля, чтобы подробно тебе все объяснить. Итак, ты появляешься на самой платформе, когда ты переходишь на главную страницу, она у тебя будет выглядеть примерно следующим образом. tradingview.com. На ней нужно зарегистрироваться, и здесь в строке поиска ты можешь выбрать для себя любой актив, который хочешь торговать. Допустим, BTC USDT. Это биткоин в соотношении к доллару. Это цена одного биткоина в долларах. Если ты перейдешь на нее, ты увидишь, сколько стоит биткоин прямо сейчас. К примеру, прямо сейчас на момент записи 3 мая он стоит $96 000. И здесь, как видишь, есть всякие разные палки вверх-вниз, сейчас мы разберемся, как их понимать. И самое важное, что есть на этой платформе, почему мы на ней проводим все наше время, это вот эта вот панель, которая есть слева. На этой панели есть все основные инструменты, которые мы используем для анализа. Первое – это линия тренда, луч. Это то же самое, что линия тренда, только она проводится как луч без конца справа, в то время как линия тренда, вот, к примеру, вот он. Ее можно проводить вот так вот. Для того, чтобы обозначить какой-то сильный уровень, точку сопротивления, ликвидность и так далее. Сейчас мы об этом поговорим. Пока что все, что нужно тебе отсюда, на самом деле, вот эти все вещи, регрессионный тренд, вверх-вниз, расходящийся канал, виллы, это то, что не использует, практически никто. У TradingView это есть, потому что платформа профессиональная, рассчитана на всех, но вот эту фигню даже я не знаю, как использовать. Поэтому все, что тебе нужно в этом первом разделе, это линия тренда и горизонтальная линия. Горизонтальная линия для того, чтобы обозначать какие-то сильные уровни ликвидности. Линия тренда для того, чтобы, возможно, тоже обозначать уровень ликвидности. Ты можешь ее проводить, в принципе, вот так вот под углом. Можешь проводить как угодно. И если зажмешь Shift, то она будет вестись ровно. Я обычно с помощью этой линии обозначаю какие-то уровни, от которых буду торговать. Еще один интересный момент. Если зажмешь кнопку Ctrl на Windows, либо Command на Mac, то, видишь, эта линия притягивается к тому бару, к той свечке, на которую ты навел. Мы сейчас поговорим, что вообще такое эти свечки, как их понимать. Она натягивается на эту конкретную свечку, ты можешь нажать, и она будет рисоваться отсюда. И ты можешь ее провести вот так вот неровно, либо зажать Shift, кликнуть второй раз, и она проведется ровно. Это такая самая база. Потом второй раздел. Здесь у нас есть инструменты Fibonacci. Единственное, что я использую отсюда, я не буду тебе забивать голову всем, что здесь есть, потому что то же самое. Спираль по Fibonacci, окружности, дуги сопротивления, клины, вееры, коробки. Это реально все не нужно. Это все лишнее. Единственное, что использую здесь, это сетку коррекции по Fibonacci. Вот это вот самый первый инструмент. Когда ты нажмешь на него, ты сможешь протянуть его, допустим, от начала восходящего движения
до самого его конца, и у тебя появится, ну, у тебя вот эта сетка будет выглядеть не вот так, но если ты дважды на нее нажмешь, либо вот здесь вот в панели инструментов перейдешь в настройки, ты сможешь ее настроить. Изначально она выглядит примерно вот так вот. Здесь есть куча ненужных линий, просто по теореме Фибоначчи, по этой математической формуле, и все эти линии, они не нужны. Из них нужно только единственное 0, 1 и 0,5. Поэтому все вот это вот я отключаю, мне оно не нужно, мне оно только мешает, и оставляю, получается, только начало сетки, конец сетки, и точку 0,5 это ее середина. Мы чуть позже поговорим про то, как ее можно использовать. После этого у тебя идет раздел, который я особо не использую, раздел, который тоже имеет в себе кучу инструментов, которые не нужны. Следующий раздел. Здесь можно натягивать длинную, короткую позицию. Мы чуть позже поговорим про то, как это можно использовать. Здесь есть раздел с кистью, маркерами и вещами, которые помогут тебе рисовать что-то, если ты это захочешь, но я обычно этим пользуюсь только для того, чтобы там что-то обвести, что-то показать и так далее. То есть просто нажимаешь на кисть и можешь обвести что угодно, показать что угодно, что тебе хочется, ну и такие разные вещи. Дальше. Вот эта вот штука, это полезное, то, что я использую, прямоугольник. Его я обычно использую для того, чтобы обозначить какую-то зону интереса. Допустим, давай сейчас абстрагируемся вообще от свечей, потому что они могут быть для тебя пока что сложными. Нарисуем вот такое вот восходящее движение. Возьмем кисть и нарисуем проекцию вот такого вот восходящего движения. И где-то в этом восходящем движении я увидел, что у меня есть зона интереса, зона поддержки, скажем так, от которой я буду торговать. Я могу с помощью прямоугольника ее вот так вот провести. То есть в этой панели есть полезный инструмент прямоугольник. На него нажимаешь и растягиваешь. Клик здесь, откуда ты хочешь его начать, клик, где ты хочешь его завершить, и его можно вот так вот растянуть и обозначить для себя: окей, это моя зона интереса, я буду от нее торговать. Дальше текст, если ты хочешь что-то написать на графике, тоже можно это использовать. Ну и потом TradingView добавили сюда все эмоджи, которые существуют вообще на айфоне, на любом смартфоне. Они добавили на график. Это то, что я вообще никогда не использую, это не нужно. Но если ты хочешь, то можешь поставить какого-то чувака себе на график. Правда, в трейдинге это вряд ли тебе поможет. Вот и вся панель инструментов TradingView. Все, что тебе нужно отсюда, это линия тренда, горизонтальная линия, коррекция по Фибоначчи, по тем настройкам, которые я тебе дал. Длинная, короткая позиция, сейчас мы обсудим, как их использовать. Прямоугольник и, возможно, иногда кисть. Все. Все остальное это просто шум, про это можешь забыть. Также снизу здесь есть линейка. Если ты на нее кликнешь и проведешь, допустим, тебе интересно, сколько от начала этого роста до конца этого роста, на сколько процентов выросла цена. Кликаешь отсюда сюда, и она показывает, цена выросла на 1,8%. Показывает, за какой период она выросла, какой объем там и так далее. Она показывает очень много подробной информации. Все вот это вот я особо не использую, разве что самое нижнее, если ты хочешь удалить сразу все объекты, жмешь сюда, и оно полностью чистит весь график, и он у тебя становится полностью чистым. Итак, про платформу для анализа поговорили, но сейчас самое интересное, наверное, это то, как анализировать графики. Окей, мы поняли, что есть такие инструменты, есть такая платформа, как их анализировать. Давайте об этом поговорим. Перед тем, как мы перейдем к тому, как анализировать графики, нужно вообще понять, как выглядит трейдинг. Вы, наверное, уже поняли, что трейдинг — это по факту обмен между двумя рыночными сторонами. Это изначально игра с нулевым капиталом, то есть сам рынок, он не имеет никаких денег. Если вы зарабатываете какие-то деньги, вы забираете их у того, кто поставил против вас, и аналогично. Если вы теряете деньги, то вы кому-то их отдаете. То есть здесь идет игрок против игрока, постоянное соперничество. Ваша задача предугадать, скажем так, в конце концов, там, трейдеры не любят этого говорить, но предугадать, куда цена пойдет, и на этом заработать. Все. Если сводить все прям к максимально простой вещи. У вас не будет получаться это всегда делать, но если следовать какому-то правильному алгоритму действий, то на дистанции вы сможете в большинстве своих сделок получать прибыль и предугадывать, скажем так, куда цена пойдет, если у вас правильное преимущество над другим игроком. То есть есть игрок 1, есть игрок 2. Один ставит на то, что цена пойдет вверх, другой ставит на то, что цена пойдет вниз. То есть один покупает, а второй продает тому, кто у него покупает. И кто-то из них, только один, окажется прав. Кто-то заработает, кто-то нет, конкретно в этой ситуации. И здесь заработаете вы или нет, зависит от того, как вы умеете
во-первых, анализировать график, во-вторых, работать с рисками. Потому что, в конце концов, хочу, чтобы у вас было правильное понимание того, что такое торговля с самого начала. Это не определенный рынок, и сколько бы вы его ни анализировали, каким бы профессионалом вы не были, вы не сможете на 100% понимать, куда цена пойдет, и быть уверенным в том, что сейчас будет такое движение, сейчас будет всякое движение и так далее. Мы можем лишь следовать там какому-то алгоритму действий по набору правил и получать винрейт 55-65%, до 70% обычно. До 70%. То есть в идеальных рыночных условиях там 70% твоих сделок будут отрабатывать по take-profit. Но понятно, что такое будет не всегда. И это значит, что примерно даже может быть 50/50 ты будешь прав или не прав. И здесь вы, возможно, задумаетесь. Окей, если я прихожу сюда, анализирую график, провожу кучу времени, и по факту, ну да, даже если 55%, даже если 60%, по факту, если округлить, у меня получается вероятность выигрыша 50/50, какой смысл? Я же не заработаю, если у меня будет вероятность выигрыша 50/50. Нет, ты заработаешь. Почему? Давай вообще поговорим, в чем ключевое отличие рынка от казино, от какого-то казино в Монте-Карло, скажем так. Когда ты заходишь в заведение, правила игры устанавливает владелец заведения, и ты играешь по заранее установленным правилам, которые изначально настроены против тебя. Изначально математическое ожидание идет против тебя в казино. Все это знают. Если взять какую-то американскую рулетку, есть, по-моему, там черный, белый и zero, нулевое вот это вот, то, что дает больше всего бонусов. И так как и там есть черный, белый, вероятность выпадения черного либо белого, она не 50/50, а как-то там 40 с чем-то процентов. Из-за того, что есть вот это вот zero. А риск-реворд, сколько ты рискуешь для того, чтобы сколько-то заработать, он 1 к 1. Ты либо ставишь 100 и зарабатываешь 100, либо теряешь 100. Либо ты поставил 100 баксов, ты заработал еще 100, либо ты потерял 100. То есть, получается, ты рискуешь 100 для того, чтобы заработать 100. В трейдинге ты можешь рискнуть 100 для того, чтобы заработать 200. И так получается, что даже когда ты будешь прав всего в 50% случаев, ты сможешь заработать, потому что ты теряешь в негативном исходе событий только $100, а зарабатываешь в позитивном исходе событий аж 200, иногда даже 300, в зависимости от того, какой винрейт ты себе поставил. Понял, в чем идея? Идея в том, что здесь мы можем настроить и проконтролировать, сколько мы теряем, сколько мы зарабатываем. Вот это вот фишка торговли, из-за которой мы, в принципе, можем на ней зарабатывать. Потому что мы можем прийти на биржу и установить свои правила. В казино вы не сможете установить свои правила, поставить стоп-лосс, ограничить свои убытки и так далее. Вы приходите в заведение, где изначально все против вас. То есть все для того, чтобы ты слил. Рано или поздно, даже если в моменте ты заработал. Так казино работает, это понятно. В трейдинге у вас есть выбор. Вы либо можете играть точно так же, как в казино. Именно поэтому все люди говорят, что это казино, потому что они не понимают правила игры. Либо вы можете там посмотреть это видео и понять правила игры. Окей, я понимаю. Я на неопределенном рынке. Это по факту случайный рынок, который просто... Почему он случайный? Потому что он зависит от слишком многих факторов. Есть то, что у нас там Трамп может что-то сказать. У нас в целом слишком много участников на рынке, могут выходить разные новости и так далее. Очень много разных факторов, которые могут повлиять на цену, и поэтому в определенный момент времени определенно знать, пойдем мы вверх или вниз, никто не сможет. Сможет поставить ставку, но самое важное — это ограничить потенциальный убыток, если эта ставка будет неудачной, что в принципе может случиться. Это и есть искусство торговли. Не анализировать графики, а просто реагировать на какую-то ситуацию открытием позиции с установкой стоп-лосса, это ограничение убытка, и take-профита, это ограничение прибыли, где ты фиксируешь свою прибыль. Сейчас покажу на примере, как это работает. Например, сейчас цена биткоина $100 000. Вот здесь вот. Ты заходишь в лонг-позицию, и ты решаешь. Лонг-позиция — это позиция на повышение, то есть покупка. Ты заходишь в покупку и решаешь. Я думаю, что цена будет расти дальше, и поэтому я хочу поставить на ее повышение. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно зайти в лонг и обязательно поставить лимит по убыткам. Многие его не ставят, из-за этого их и ликвидируют на рынке. И лимит по прибыли, то есть фиксировано сразу, где я буду срезать убытки, если что-то пойдет не так, и где я буду получать прибыль, если все пойдет по моему плану. Допустим, ты же зашел по $100 000 вот здесь вот, это твоя точка входа, ее еще называют ТВХ, точка входа, сокращенно. Тебе нужно решить, допустим, твой стоп-лосс ты поставил на $99 000.
То есть это лимит твоих убытков. Если цена спустится на $1000 против тебя, ты будешь срезать убытки, потому что цена пошла против тебя, и тебе нужно рано или поздно выходить из позиции. И твой take profit ты, допустим, поставил на $102 000. Получается такая ситуация, что если цену выбьет по стоп-лоссу, то она пошла против тебя на $1000, на 1%. Если выбьет по take-profit, то она пошла в твою сторону на 2%. Получается, что в негативном исходе событий ты потеряешь 1%, в позитивном исходе событий ты заработаешь 2%. Именно так и строится положительное математическое ожидание в торговле. И это, кстати, момент, где большинство сливаются. Они начинают либо вообще не ставить стоп-лосс, либо сначала поставил там, потом передвинул чуть пониже, потом чуть повыше, потом take profit на другое место поставил. Они нарушают собственное математическое ожидание тем, что постоянно дергаются, не могут спокойно усидеть в позиции, и из-за этого, как правило, не фиксируют прибыли, когда это нужно сделать, и не срезают убытки, когда тоже пора это сделать. Вот так вот работает лонг и шорт позиция. Лонг позиция — это позиция на покупку, то есть на повышение, где мы ставим на то, что цена будет в целом расти. Шорт позиция — это позиция на понижение, где мы ставим на то, что цена будет падать. Смотри, вот это вот панель инструментов. Вернемся к ней. В ней есть очень интересная штука. Вот это вот длинная позиция, короткая позиция. Длинная позиция — это long, то есть ставка на покупку. Короткая позиция — это short, то есть ставка на понижение. Ты можешь перед тем, как заходить в позицию на бирже, это видео записано для тех, кто уже понимает, как использовать биржу, возможно, ставил какие-то сделки, но не делал это системно, не делал это структурно, не было четкого пошагового плана по анализу рынка, и поэтому постоянно сливался. Ты там, допустим, вместо того, чтобы сразу залетать в long, то есть на покупку, можешь выставить эту позицию. Просто кликаешь на длинную позицию, вот выбираешь ее, длинная позиция. И там, где у тебя точка входа, допустим, по текущей цене, на точке входа, там, где цена находится сейчас, нажимаешь. И вот растягивается твоя позиция. Вот эта вот нижняя точка, она у тебя будет выглядеть по-другому. Здесь будет, скорее всего, красная, здесь зеленая. Я просто поменял цвет, но это так, мои преференции, это, в принципе, не важно. Вот здесь вот, видишь, заливка может меняться. Можно поставить ее зеленой, можно поставить ее красной, как тебе удобно. Вот, то есть ты поставил длинную позицию, вот это вот нижняя, это твой стоп-лосс, и как видишь, ты можешь его настраивать. Там, допустим, я хочу поставить стоп-лосс, вот справа я, кстати, не обозначил, важная штука, шкала цен. Написано, сколько там стоит сейчас, вот там, где сейчас цена находится, $96 185. И здесь ты можешь поставить стоп-лосс, и оно показывает, какая у него цена. 95 400, допустим, ты хочешь поставить, или 95 016 долларов. И take profit аналогично. Вот эта верхняя штука, можно ее тянуть. Самое главное, видишь, здесь написано соотношение риска к прибыли. Это то, что мы говорили. Это то, что дает нам зарабатывать на торговле. Очень важно, чтобы соотношение риска к прибыли было как минимум 2. То есть 1 — это условная единица, которую ты потеряешь при негативном исходе событий. 2 — это условная единица, которую ты заработаешь при позитивном исходе событий. Ставим 1 к 2, ну, там, натягиваем куда-то повыше. И вот наша уже хорошая позиция. Понятно, что здесь никакого там анализа графика, ничего не присутствует, просто вот как пример. Стоп-лосс $95 000 получается, take profit 98 600. При таком исходе событий получится так, что мы поставим нашу позицию по текущей цене и заработаем 2% в случае, если все пойдет по плану, и 1% в случае, если все пойдет не по плану. Либо мы можем стоп-лосс поставить пониже, мы можем поставить его где-то здесь, но тогда это take profit рекомендуется поставить тоже поближе, тогда это будет более локальная позиция, и все еще, видишь, может быть так, что она будет 1 к 2. Просто вот тогда у тебя будет стоп-лосс отнимать всего 0,4%, take profit добавлять 0,8%. В вот таком вот случае у тебя будет просто стоп-лосс подальше, он будет отнимать примерно 1,5%, а take profit давать 3%. Вот, то есть всегда важно, чтобы соблюдалась эта формула. Это и есть та простая формула, которая делает трейдеров прибыльными. Балансировка между вин-рейтом, ну, то есть количеством твоих прибыльных сделок, и риск-ревордом, то есть соотношением того, сколько ты теряешь и сколько ты зарабатываешь. Только при правильном контроле этого ты сможешь нормально зарабатывать на рынке на дистанции. Не в моменте, на дистанции. Потому что, возможно, ты уже заходил в какие-то сделки, но у них, допустим, соотношение риск-прибыли было какое-то вот такое, потому что тебя бы там, ты не ставил стоп-лосс, и тебя бы ликвидировало вот здесь, а take profit у тебя был вот здесь вот. Но это абсолютно нелогичная позиция, потому что при стоп-лоссе ты теряешь слишком много, а при take profit зарабатываешь слишком мало. И это конкретно тот случай, когда ты играешь в казино, а не торгуешь. Потому что
Здесь мы получаем отрицательное математическое ожидание. Подводя итог, протейки, стопы, позиции. Существует позиция со ставкой на повышение, это long. Позиция со ставкой на понижение, это short. Либо там длинная позиция, это long, короткая позиция, это short. В этих позициях всегда обязательно ставить и стоп-лосс, и take-profit. И делать так, чтобы стоп-лосс отнимал одну условную единицу, то есть он был условно там минус 1%, take-profit давал тогда минимум плюс 2%. Либо если стоп-лосс отнимает минус 0,3%, take-profit дает как минимум 0,6%. То есть в 2 раза больше, чем у нас отнимает стоп-лосс. Таким образом ты сможешь сбалансировать свою торговлю, чтобы быть прибыльным на дистанции. Теперь давай поговорим про графики. Как вообще читать эти палки и понимать, что здесь происходит. Я здесь для удобства себе, потому что мне красный, зеленый свет немного разъедает. Ну, неприятно на него смотреть. Я для удобства поменял зеленые свечи на синие, а красные на черные. Но по факту это не меняет сути. По факту все, что мы здесь видим, это борьбу между быками и медведями. Когда ты видишь зеленую свечу, то есть синюю в моем примере, это значит рост. Это значит, что в моменте цена росла. Когда ты видишь красную свечу, либо черную в моем примере, это значит падение, что в моменте цена падала и побеждали покупатели. Давай разобьем структуру свечи пошагово. Мы сейчас находимся на часовом графике. Что это значит? График отображает движение цены за 1 час. И это не значит, что все вот это вот произошло за 1 час. Это значит, что вот эта вот одна палочка, одна свеча, это 1 час. 1 час того, как двигается цена. Началось это все в 18:00 по Варшаве, сейчас у нас 18:29. Как видишь, эта свеча, она еще не закрылась. Здесь отображается на графике, вот справа написано, еще 30 минут до ее закрытия. Через 30 минут эта свеча закроется. И прямо сейчас, как и всегда на рынке, проходит борьба между покупателями и продавцами. В моменте побеждают продавцы, потому что свеча красная, и она падает. Она открывается вот здесь вот, на моменте закрытия прошлой свечи. Ну и закроется там, где она будет через 30 минут и 22 секунды, когда мы закроемся. Вот эти вот фитили и тело, что это такое? Смотри, можно разбить структуру свечи на несколько этапов. Первое – это ее открытие. Допустим, мы открылись там где-то вот здесь вот, и дальше цена либо растет, либо падает. Допустим, она растет. Она растет, потом корректируется. И если она была, допустим, в этой точке, например, это $95 000 по биткоину, а потом спустилась с нее ниже, то она оставит вот такой вот фитиль. Для того, чтобы дать вам знать, что цена здесь была. В моменте она спустилась чуть пониже. То есть мы здесь были, спустились чуть ниже. И потом аналогично будет с работой внизу. Если она превратится в красную и начнет идти вниз, а потом вверх, она оставит ценовой отпечаток, что вот я была внизу, цена была, вплоть до этой точки, $95 000. Вот, и показывает вам эту информацию. То же самое, там, если она потом еще сходит чуть пониже, потом вернется, то она еще сделает этот фитиль еще больше, до того момента, где она была. Надеюсь, понятно объясняю. Тело свечи — это то, где цена открылась, то, где цена закрылась. Допустим, открылась она вот здесь вот, ровно в 18:00, и ровно в 19:00 цена находилась вот здесь, и она закрылась. Это пример часового графика. Часовой график — это график, где каждая вот эта вот свеча, каждая эта палочка — это 1 час. 18:00, 17:00, 16:00, 15:00, 14, 13, 12, 11, 10, 9 и так далее. Смотри. Вот, например, давай разберем вот эту вот свечу. Она в моменте падает. Где находится цена сейчас? Она находится вот здесь вот. Где она открылась? Она открылась там, где началось вот это вот тело. То есть вот здесь. В моменте цена росла и, видишь, дошла до вот этой точки, но не удержалась там. Не удержалась и спустилась. Вот это вот тоже видно, да? Не удержалась и спустилась пониже. И оставила отметку, что вот цена здесь находилась, но не удержалась. И аналогично здесь. Мы падали. Потом нас немного выкупили, и цена оставила фитиль с информацией, что цена здесь была, но не удержалась. И вот это вот то, где сейчас цена находится, отображает текущую цену. То есть вот это вот там, где сейчас находится это тело. На примере бычьей свечи. В моем случае она синяя, в вашем будет зеленая. Смотрите, у вас есть открытие этой свечи, вот здесь вот. Вот оно, открытие. Закрытие вот здесь, конец роста.
но в моменте цена была даже вот на этой точке. То есть она в моменте дорастала аж вот сюда, потом просто скорректировалась чуть пониже и оставила информацию, что она здесь была, но не смогла закрепиться и сходила пониже. С фитилем внизу аналогично. Она была на этой точке, но она там не закрепилась и вышла выше в моменте. И поэтому она просто оставила информацию, что вот цена там находилась, но сейчас вышла наверх. Минутный график, вот я включил только что. Это то, что я особо не использую на крипторынках. Я могу это использовать на индексах. Но он отображает просто... Каждая свеча — это 1 минута, каждая палочка. Вот, допустим, 18:32. Через 16 секунд мы сейчас увидим, как эта свеча закроется. 13-10 секунд пройдет, и ты увидишь, она закроется, откроется новая. На моменте, где остановилась вот эта свеча. Они тут особо сейчас не двигаются, потому что я записываю это в выходной день. В выходные торговать рынки не нужно, если вы там торгуете крипту, потому что они особо не активны. Ну и вот, начинает печататься новая свеча, и она будет сейчас оставлять отпечатки туда, куда она пойдет. Она в моменте никуда не идет, там, ну, немножко, супер немножко, видишь, растет, потом падает ниже, оставляет отпечаток, что вот цена здесь находилась, сейчас сходила чуть пониже. Это и есть логика японских свечей. Если она сейчас начнет падать, то она переключится в черный цвет, ну и даст нам знать, что сейчас в моменте за эту минуту доминируют медведи. Давай посмотрим тоже чисто для опыта, как она закроется, как она выглядит. Видишь, мы в моменте росли, оставили отпечаток, пошли ниже. Пошли ниже, и сейчас плюс-минус стоим на месте. Идем ниже. Нормально так упали, да? Там был небольшой рост, и сейчас падение. Падение, и через 8 секунд свеча закрепится, и на месте, где цена находится прямо сейчас, откроется новая свеча. И покажет, что будет с ценой за 1 минуту. Будет она расти или падать. Открывается новая свеча, и точно та же логика. Мы в моменте там можем расти, падать. Если там цена растет, потом падает, она оставит отпечаток, что вот цена росла, но не удержалась и пошла ниже. Как это было вот в этой большой нисходящей свече. Сверху мы оставили небольшой отпечаток, фитиль, как его называют. Часовой график показывает каждую свечу за 1 час. То есть каждая вот эта вот свеча, каждая палочка — это 1 час времени. 4-часовой, очевидно, за 4 часа. Дневка — это каждая свеча 1 день. Это только для глобального анализа общего тренда, куда мы в целом идем. Недельный график — это каждая свеча формируется целую неделю. И месячный — каждая свеча формируется целый месяц. Окей. Теперь, когда мы понимаем, что такое японские свечи, таймфреймы и платформа для анализа TradingView, давай немного затронем то, как анализировать это все. Это самое важное. И это то, на чем большинство сливаются, потому что нету четкой системы. Смотри, есть 3 основные вещи, с которыми я работаю при анализе графика. Первое — это общий тренд, ну, можно сказать, структура рынка. Куда он движется? Вверх или вниз? По факту, в любое время мы движемся либо вверх, либо вниз. Мы можем стоять на месте, но это будет в рамках глобального роста, либо падения. То есть глобально цена всегда либо растет, либо падает. Не бывает посредине. Чтобы прям цена стоит, ну, она тогда не торгуется, тогда это не торги. Поэтому существует только 2 движения. Восходящее, и оно не выглядит вот так вот. Мы не растем тупо вверх, 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 вот так постоянно. Нет, такого не существует. Оно выглядит примерно так. Вверх, коррекция, дальше вверх, коррекция, дальше вверх, коррекция, дальше вверх и так далее. И аналогично будет вниз, коррекция, дальше вниз, коррекция, дальше вниз. Коррекция, ну, там, в моменте отскочили, пошли дальше вниз. Ты замечал, что все графики, они вот так вот поступательно двигаются. Очень редко, там, разве что на каких-то мемкоинах и скамах существует такое, что мы тупо вот растем или тупо падаем без остановки. Такое бывает очень редко. В нормальных активах по типу биткоина мы идем поступательно. Ну вот, например, посмотрим часовой график. Смотри, видишь ли ты здесь тупо рост? Ну, вот здесь вот, возможно, в моменте. Но глобально, рано или поздно, цена всегда приходит в точку коррекции. Она растет, корректируется, растет дальше. Корректируется, растет дальше. Может корректироваться долго, потом растет дальше. И пока вот эта вот структура, логика, коррекция, рост не завершится, то структура и тренд будут считаться восходящими. Что значит, пока этот тренд не завершится? Как определить, когда он завершится? И это хороший вопрос. Давай это разберем. Если тренд идет вот таким вот образом, что в нем есть закономерного? Из закономерного можно обозначить, что каждый новый максимум, 1, 2, 3, выше предыдущего. Каждый новый минимум аналогично выше предыдущего.
То есть мы растем. Каждый новый минимум и каждый новый максимум выше предыдущего. Это характерная особенность бычьего тренда. И пока такая тенденция сохраняется, мы будем в бычьей структуре. Как только это сменится на то, что мы закрепимся ниже этого минимума, это будет слом структуры. И в сломе структуры все инверсивно. То есть каждый новый минимум ниже предыдущего, каждый новый максимум ниже предыдущего. Потому что в целом мы падаем. И как только эта логика нарушится, и начнется ситуация, где мы будем печатать новые максимумы выше предыдущего минимума, точнее выше предыдущего максимума, то тренд сменится на восходящий. То есть вот это вот является нашей точкой слома структуры. Вот это точно также является нашей точкой слома структуры, откуда мы можем понимать, что, возможно, в моменте тренд сломался на нисходящий. То есть мы движемся вверх, вверх, коррекция. И пока идет повышение глобально, то можно говорить о том, что тренд восходящий. Но как только это сменится, и ты увидишь, что в моменте мы падаем, и мы закрепились, очень важно, на том таймфрейме, на котором ты смотришь, я обычно смотрю структуры на часовом и 4-часовом графике, на котором ты смотришь эту структуру, тебе важно посмотреть, если цена закрепилась в моменте ниже вот этого вот последнего максимума, тогда можно сказать, что тренд сломался, и он меняется на нисходящий. И как только цена закрепится ниже предыдущего максимума, точнее выше предыдущего максимума, в примере с нисходящей структурой, можно сказать, что структура сломалась на восходящую. И здесь очень важно себя не запутать, потому что, к сожалению, график не выглядит вот так вот идеально, а он выглядит примерно, ну, вот так вот, рваным образом, да, потому что график не движется идеально. И здесь ты можешь запутать себя и подумать, что, условно, вот тренд, и вот он сломался. Нет, здесь он не сломался, потому что вот так вот мы двигаемся постоянно. На самом деле, каждое движение, оно выглядит примерно вот так. То есть коррекция, она не идеально вот так вот, она вот такая примерно. Она выглядит вот таким вот образом. И так как такое происходит, условно, здесь ты мог подумать, что это слом структуры, здесь ты мог подумать, что это слом структуры, здесь ты мог подумать, что это слом структуры. Для того, чтобы такого не было, ты должен себе запомнить. У тебя есть максимумы, которые, кстати, называются higher high, то есть HH сокращенно, и у тебя есть минимумы, которые называются higher low, то есть HL сокращенно. Higher low становится подтвержденным только тогда, когда после него мы обновляем вот этот максимум. То есть пока мы не обновили максимум, мы не знаем еще, закончилась эта коррекция или нет. Как только мы обновили максимум, мы можем сказать уверенно, да, это была коррекция, и вот ее минимум. А пока в моменте мы идем вверх и корректируемся, ты не можешь знать, это тот минимум коррекции, или коррекция еще не завершилась. По факту коррекция еще в процессе, пока мы не зайдем выше этой точки. Как только цена заходит выше этой точки, это становится твоим подтвержденным локальным максимумом. То есть, давай сейчас разберем на примере. Вот здесь вот. Вот это пока что не подтвержденный локальный максимум. Вот это твой локальный, точнее локальный минимум. Вот это твой локальный максимум, а это ты еще не знаешь, завершилась коррекция или нет. Как только мы зашли выше этой точки, все, это твой подтвержденный локальный минимум. То же самое здесь, коррекция идет, закрепились выше этой точки, это твой следующий подтвержденный локальный минимум. Идем, закрепились выше этой точки, следующий локальный минимум. Закрепились ниже этого локального минимума, сломали структуру на нисходящую. Очень важная вещь, которую надо правильно понимать. Давай посмотрим примеры на графике. Так, ну здесь видишь, что ты как только переходишь на график, уже супер легко настолько показать не получится, поэтому важно не тупо запоминать картинку, что ага, тренд выглядит вот так вот, а понимать логику. Каждый новый максимум, каждый новый минимум, он становится выше предыдущего в восходящей структуре. Давай посмотрим на примере, как здесь это может работать. Раз, вот этот вот минимум, потом вот этот максимум. Точнее, вот, ну, можно обозначить вот так вот, чтобы тебе было проще. Начинается восходящая структура отсюда. Возьмем вот эту вот окружность. Вот минимум, потом новый максимум выше него. Потом коррекция. Обновили этот локальный максимум, подтвердили этот локальный минимум. И вот наш следующий локальный максимум. Обновили вот этот вот локальный максимум вот здесь и подтвердили, что это наш локальный минимум. И закрепление ниже этой точки. Вот я линии тренда вот так вот ее провожу, зажимаю Shift и провожу. Закрепление ниже этой точки будет сломом структуры. Но мы не закрепляемся, а просто формируем новый локальный максимум, новый локальный минимум, вот так вот в боковике.
И вот этот локальный минимум подтверждается, когда мы закрепляемся выше этой точки. Дальше аналогичная штука происходит вот здесь вот. Цена доходит до своего пика в моменте и немного корректируется вниз. И потом выходит дальше наверх, и это становится нашим следующим подтвержденным локальным минимумом, за которым будет слом структуры. Дальше вот эта вот точка. И эта точка наш локальный минимум, после которого было обновление этого максимума, и поэтому он для нас подтвержденный. Здесь эта точка, вот так. И как только мы закрепились выше вот этой точки, ну даже не закрепились, а просто были выше нее, мы можем сказать, что вот это вот наш новый локальный максимум. И, соответственно, вот это наш локальный минимум. Он стал подтвержденным только после того, как мы закрепились выше прошлого локального максимума. И вот мы сформировали уже новый локальный максимум. И этот локальный минимум, он пока что не является сломом структуры. Он будет подтвержден только когда цена сходит выше этой точки. Как только она сходит выше нее, то для нас вот эта точка станет сломом структуры. Пока этого не случилось, вот последний подтвержденный локальный минимум, который является для нас сломом структуры, и после него можно будет говорить о том, что тренд и нарратив сменился на шортовый. С нисходящим трендом работа происходит абсолютно аналогично. Давай я какой-то выразительный нисходящий тренд по биткоину найду для того, чтобы показать тебе на примере, как он выглядит. Ну, возьмем вот это вот нисходящее движение на 4-часовом графике. Очень хорошо видно, что в целом мы движемся в шорт. Начнем, допустим, от зарождения этого движения. Никогда не запутывай себя тем, что ты думаешь, там, откуда мне начать, просто смотри, там, куда в моменте цена движется. Если она в моменте движется в шорт, то ты обозначаешь для себя нисходящую структуру. Вот это нисходящая структура. Каждый новый минимум ниже предыдущего. Потом коррекция вверх, обновление этого локального минимума и новый локальный минимум. Коррекция, точнее падение вниз, далее коррекция вот сюда и выход наверх. Обрати внимание, я не обозначил вот это вот как локальный максимум. Я не обозначал это как слом структуры, потому что после этой коррекции цена не заходила ниже этой точки. И только когда она зашла ниже этой точки, вот это для нас стало завершением нашей коррекции. Ну, вот это вот супер локальное я для себя не обозначаю. Мне интересно что-то более вот видное, скажем так. Вот здесь вот, допустим, минимум. Скопируем его. Ctrl-C, Ctrl-V, можно просто нажать. Максимум. И продолжили движение. Вот этот максимум стал подтвержденным, потому что мы обновили вот этот higher low, образовал новый минимум. Вот здесь вот. Это не наш локальный максимум, это не наш локальный максимум. И только вот это стало нашим локальным максимумом. Потому что конкретно после него мы обновили последний минимум. И продолжили нисходящую структуру. Вот так устроена структура. Очень важно при анализе рынка понимать, куда в целом движется структура, потому что без понимания структуры ты будешь торговать против рынка в целом. То есть твоя задача идти вместе с теми, кого больше. Если больше покупателей, то приоритет лонговый. Если больше продавцов, приоритет шортовый. Твоя задача идти вместе с трендом, потому что по тренду заработать гораздо легче и заработать можно больше, потому что трендовые движения, условно, если есть восходящий тренд, они даются чаще, и они гораздо длиннее, гораздо больше в процентном соотношении, чем вот эти вот коррекции локальные. Поэтому пытаться ловить вот эти вот коррекции тебе нету смысла. Ты к этому вообще не должен стремиться. А стремиться должен только к тому, что вот если понимаешь, что структура восходящая, ты идешь вместе с этой восходящей структурой в лонг. Если понимаешь, что структура нисходящая, идешь вместе с этой нисходящей структурой в шорт. Структура анализируется по часовому, 4-часовому графику на выбор. В принципе, и тот они плюс-минус почти всегда показывают одинаковую информацию, и дневному. Очень важно, что структура должна совпадать и на часовых графиках, и на дневном, для того, чтобы у тебя была полная синхронизация всех таймфреймов. То есть не может быть такого, что в моменте на часовом мы падаем, на дневном мы растем, и ты лонгуешь. Нет, мы должны очевидно расти. И на дневке, и на часовике должна быть хорошая восходящая структура, а не что-то по типу вот такого вот слома структуры. Поэтому важно, чтобы это синхронизировалось. Ликвидность — это магнит для крупного игрока. По факту это то, благодаря чему движутся рынки. Потому что если мы поговорим про как такового крупного игрока, кита, о котором ты, наверное, уже слышал, вот этот вот миф, что он выбивает людей из позиции, он слишком накрученный, но точно не миф, потому что у него есть подкрепление фактом. Подкрепление в чем?
Если у тебя есть 100 миллиардов долларов, и ты хочешь купить биткоин, для того, чтобы его купить, тебе нужно, чтобы кто-то тебе продал эти биткоины. То есть тебе нужен контрагент, который продаст тебе эти биткоины. Аналогично, если ты хочешь продать 100 миллиардов долларов в биткоинах, тебе нужно, чтобы кто-то у тебя их купил. И пока нам, как розничным игрокам с небольшими депозитами, может быть просто зайти на биржу и в любое время дня совершить сделку, если это крипта, то в любое время дня, если это другие рынки, то там почти в любое время, только не в выходные и не ночью. Но для крупного игрока это так не работает, потому что у него суммы гораздо больше. И не найдется всегда на рынке человека, который будет готов исполнить его объем. На наши 200 тысяч, хоть 10 тысяч, хоть 100 тысяч долларов всегда найдется контрагент, который исполнит этот объем. Для этого существуют маркетмейкеры, задача которых исполнять эти объемы. Но для крупного игрока нету постоянно такого, что кто-то на рынке на $1 миллиард готов купить или продать, или на 100 миллиардов баксов готов купить или продать. Поэтому он, скажем так, провоцирует цену к тому месту, где розничные игроки в большом количестве будут продавать или будут покупать для того, чтобы исполнить его объем. Как он это делает? Через сбивание стоп-лоссов. Стоп-лосс — это объем на покупку либо на продажу. Если мы говорим о лонг-позиции, то есть о покупке, твой стоп-лосс, он всегда будет снизу, потому что он будет только в том случае, если цена пойдет вниз против тебя. И он всегда будет объемом на продажу. Потому что ты заходишь в лонг-позицию, ты покупаешь. Ты ее закрываешь, это объем на продажу по рынку. И если крупный игрок, условно, хочет купить, он может в моменте сбить твой стоп-лосс и только после него выйти наверх. Потому что твой стоп-лосс и стоп-лоссы большинства, которые, как правило, стоят в одном месте, их скопление находится там плюс-минус в одном месте, они стоят в одном месте, и они являются объемом на продажу. И крупный игрок, он не видит на 100%, где находится твой стоп-лосс, но он может это понимать. Он может это понимать, потому что все анализируют графики шаблонно, ставят стопы в одно и то же место, и он думает, окей, если я спровоцирую поход цены к этой точке, скорее всего, здесь активируется много объема на продажу, и я смогу об этот объем выкупить все. Все, максимально просто. Аналогично с позициями на понижение. Шорт-позиция. Ты открываешь шорт, твой стоп-лосс — это объем на покупку. Если твой стоп-лосс будет сбит, то по рынку реализуется объем на покупку. Значит, кто-то об тебя сможет продаться. И после этого опустить цену ниже. Именно так действуют крупные игроки. Не для того, чтобы забрать вашу прибыль, а для того, чтобы получить элементарную возможность для участия в рынке. Они не могут участвовать в рынке всегда. Они могут это делать только тогда, когда у них появляется контрагент, которым могут выступать розничные игроки. Для того, чтобы не попадаться на такие ловушки, нужно правильно работать с ликвидностью. Ликвидность — это точки, где на графике стоит большое скопление стоп-ордеров, стоп-лоссов розничных игроков. То есть точек, где находится максимальное количество стопов и, соответственно, возможность для крупного игрока об эти стоп-лоссы реализоваться. Это по факту любой локальный минимум либо локальный максимум. Что такое локальный минимум и локальный максимум? Локальный минимум и локальный максимум состоит из двух движений цены. Давай начнем с максимума. Движение наверх и после этого коррекция. Или локальный минимум. Движение вниз и после этого коррекция. Не может быть тупо мы летим вниз, потому что здесь нету вот этого дна, где мы остановились. И, соответственно, нету никакого минимума, мы просто летим. А как только мы отскочили, вот сформирован локальный минимум. Аналогично здесь. Если мы просто растем, в этом движении нету пика. Но как только оно скорректировалось, вот это вот наш пик. И это локальный максимум. И большинство розничных игроков, они следуют простой логике, что если мы пошли вниз от этой точки, значит, очевидно, тут начался объем на продажу, и мы больше туда не вернемся. И за эту точку можно спрятать свой стоп-лосс. Ну и, как правило, крупный игрок сбивает заново этот локальный максимум, и только после его сбива продолжает движение вниз. Допустим, вот здесь вот можно уже несколько факторов потихоньку совмещать. У нас есть восходящая структура, у нас есть вот такое вот движение, снятие ликвидности здесь и слом структуры на нисходящую. Все. Вот это вот пример, когда можно открывать шорт-позицию. Понятно, что не настолько все просто, понятно, что еще нужно учитывать много-много других факторов, но это чисто как пример, вот, где мы совмещаем вот эти инструменты воедино. Слом структуры плюс снятие ликвидности. Мы сняли ликвидность сверху,
И только после работы с ликвидностью начинается наша сделка. Любая моя сделка начинается только после работы с ликвидностью. Если мы не поработали с ликвидностью, я не открываю сделки, потому что я стремлюсь идти вместе с крупным игроком. Для того, чтобы идти вместе с ним, мне нужно заходить только после того, как я понимаю, что он зашел. А он заходить может только тогда, когда реализует объем. Реализует объем через стоп-лоссы большинства, как правило. И стоп-лоссы большинства находятся в большинстве случаев на элементарных точках, которые сбиваются, и после них мы идем ниже, либо в противоположном сценарии выше. Если у нас есть ситуация, где формируется не один локальный минимум, а, допустим, еще один близко к нему, потом еще один, это отлично. Это скопление локальных минимумов, которое для нас будет выступать магнитом для цены. Здесь стоит много стоп-лоссов и возможности для крупного игрока. Вот так вот их сбить и пойти в другую сторону. Смотрите, даже логически подумать. Каждый из этих локальных минимумов — это чей-то стоп-лосс. Здесь их очень много. И все стоп-лоссы лонгистов, потому что это локальные минимумы, и стоп-лоссы на лонгист всегда стоят снизу, это стоп-лоссы лонгистов. Все стоп-лоссы лонгистов — это объем на продажу. Почему после того, как цена спускается вниз и реализует объем на продажу, цена сразу вырастает? Потому что кто-то этот объем для себя реализовал. Супер просто. Кто-то его реализовал и пошел дальше вверх. Соответственно, цена выросла. Если бы никто здесь не выкупал после сбития этих стоп-лоссов, цена пошла бы дальше вниз. Аналогично вот здесь. Вот мы сбили этот локальный максимум. Почему после него началось движение вниз? Потому что кто-то взял вот этот локальный максимум в качестве возможности для себя, сбил стоп-лоссы за ним и через них уже смог продаться. То есть эти стоп-лоссы — это объем на покупку. Стоп-лоссы шортистов — это объем на покупку. Они стоят сверху. Мы сбиваем эти стоп-лоссы. Почему цена идет вниз? Потому что кто-то реализовался об эти стоп-лоссы. Или же, если цена пошла дальше вверх, значит, никто об них не реализовался, мы просто закрепились выше, и все, это не снятие ликвидности. Теперь давай на примерах. Вот, например, вот здесь вот супер классный пример. Мы идем вниз, потом корректируемся наверх и формируем вот этот локальный минимум. Цена его снимает, и после него дает хороший отскок наверх. Хороший отскок наверх, потом мы еще раз там пересняли этот уровень и выскочили дальше наверх. Почему после снятия локального минимума, то есть стоп-лоссов лонгистов, то есть объема на продажу, цена выскочила наверх? Да потому что кто-то об эти объемы на продажу реализовал свои покупки. Именно так мы стремимся торговать после снятия ликвидности. Мы стремимся торговать по тренду после снятия ликвидности. То есть, подводя итог, наша сделка выглядит следующим образом. В лонг мы растем, стоим на месте, формируем ликвидность, снимаем ее, даем реакцию наверх, и мы торгуем в лонг. В шорт-позициях мы падаем, корректируемся, снимаем верхнюю ликвидность и дальше падаем. Это супер простое объяснение, как выглядит практически каждая моя сделка. Снятие ликвидности и продолжение движения по тренду. Допустим, меня не будет интересовать после вот этого вот локального максимума торговать в шорт после снятия этой ликвидности, потому что это будет против глобального тренда. Глобальная структура здесь, она восходящая. Можно обозначить, давай маркер возьмем. Вот наша восходящая структура. Вот она, да? То есть мы движемся в целом в восходящей структуре в лонг. Зачем мне против восходящей структуры идти? Поэтому я стремлюсь, когда мы в восходящей структуре, торговать от нижних снятия ликвидности в лонг, когда мы в нисходящей структуре, торговать от верхних снятия ликвидности в шорт. Супер просто. Ничего усложнять здесь не надо. И последний, самый важный этап — это понимание имбалансов. Если ты не знаешь, как использовать имбалансы, тебе будет супер сложно. Имбаланс — это по факту как зона поддержки цены. Зона, которая может нас поддержать, либо помешать движению вверх, либо вниз. Это точка, где в моменте был, я думаю, как ты понял из названия, нарушен баланс. Там был нарушен баланс между покупателями и продавцами. Цена слишком быстро пошла наверх, потому что в моменте какая-то из сторон была сильнее, быстрее, лучше, больше и так далее. Их было больше, и цена пошла вверх. И мы можем путем анализа 3 свечей на графике понять, в этом моменте был имбаланс и было гораздо больше покупателей. Так как здесь было больше покупателей, продавцы будут стремиться вернуться в эту зону, чтобы тоже там поучаствовать в рынке, и потом уже отпускать нас дальше по тренду. То есть, как правило, движение по тренду выглядит следующим образом. Движение вверх, формирование имбаланса со стороны покупателей, если это лонг. Коррекция в этот имбаланс, продавцы нас завели в этот имбаланс, и от него уже включаются покупатели, потому что они здесь когда-то были, и здесь они до сих пор сидят, и выводят цену дальше наверх. Ну и, как правило, это синхронизируется со снятием ликвидности, то есть мы снимаем ликвидность, плюс касаемся имбаланса. И вот это вот постоянное движение цены. Снимаем ликвидность, плюс касаемся имбаланса.
снимаем ликвидность, плюс касаемся имбаланса. Стоп-лоссы нам всегда нужно ставить за снятие ликвидности, а тейк-профит на какой-то локальный максимум, как, допустим, вот здесь вот можно было поставить сюда. Стоп-лосс всегда должен стоять за снятием ликвидности. Это максимально защищенная точка, потому что там крупный игрок уже поработал с ликвидностью, у него уже нет интереса для того, чтобы туда возвращаться. Допустим, вот здесь вот мы сняли ликвидность вот у этого локального минимума, вышли наверх, и вот здесь мог открываться лонг после реакции наверх, со стоп-лоссом за этот минимум и тейк-профитом на локальный максимум. Вот пример. Соотношение риска к прибыли 2.4, то есть 2,5 практически. Идеально это нам подходит, потому что в негативном сценарии мы теряем одну условную единицу, в позитивном сценарии мы зарабатываем 2. Отлично, можно заходить. Но я вообще сейчас торгую фиксированно 1 к 2, то есть ни больше, ни меньше. Я теряю 1, либо зарабатываю 2, чтобы не завышать слишком сильно свои цели, там 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5, потому что чем выше твоя цель, тем меньше вероятность, что мы ее собьем. Итак, давай про то, как определить имбаланс на графике. Имбаланс — это по факту 3 свечи. Возьмем для примера вот эту вот трехсвечную формацию. Нам нужно увидеть 1, 2, 3 свечи, где вторая свеча, свеча посередине, будет расширением либо вверх, либо вниз. А свечи по бокам — это свечи, которые между собой не пересекались. Здесь можно как раз использовать прямоугольник и провести его от конца вот этой первой свечи до начала третьей свечи, то есть до вот этой вот точки. И если ты видишь, что они не пересекаются, это и есть твой имбаланс. Я зажал Ctrl для того, чтобы притянуть, сейчас вот я вам покажу еще раз, как это делается, беру прямоугольник, зажимаю Ctrl, чтобы притянуть цену вот к началу первой свечи, к концу даже. И после этого притягиваю вторую половину этой коробочки к окончанию третьей свечи. И вот этот вот разрыв — это зона, где, как видишь, мы просто летели наверх, не корректировались, никаких коррекций не было, и, соответственно, цена улетала практически без коррекции, и здесь доминировали и превалировали только покупатели. Поэтому, если продавцы возвращаются в эту зону, скорее всего, покупатели будут включаться от нее и реагировать покупками. Ну и не пускать цену ниже, потому что здесь сидит много покупателей. И вот пример синхронизации. Мы снимаем ликвидность ниже, стоп-лоссы большинства, плюс касаемся имбаланса. Реагируем наверх, и отсюда уже давался лонг. Могла быть лонг-позиция на этот локальный максимум. То есть сняли ликвидность внутри имбаланса, дали реакцию наверх, и ты открыл лонг со стоп-лоссом вот сюда, и тейк-профит там на вот этот локальный максимум. Ну, на коррекции там на 1 к 2 можно было открыть. Вот так вот. Вот пример того, как можно это все дело синхронизировать. Еще пример имбаланса. Допустим, вот здесь вот. 1, 2, 3. У нас есть 3 свечи. У нас есть этот разрыв и этот разрыв. То есть вот этот конец первой свечи не совмещается с началом третьей свечи. Здесь, вот здесь вот на графике, сейчас покажу. Вот здесь нету имбаланса. Здесь цена пересекалась везде. Здесь везде цена была. А вот здесь мы просто сильно летели вниз, и поэтому в этой точке цена просто пролетела вниз, и не было даже проторговки. Проторговка была до этого уровня. А вот этот уровень был не проторгован, поэтому покупатели стремились в него вернуться. Примерно 60-70% всех сформированных имбалансов по итогу заполнены. По итогу цена в них возвращается для того, чтобы скорректироваться, заполнить эту неэффективность на рынке. Вот, например, еще один имбаланс. Какого цвета эти 3 свечи нам не важно. Единственное, что если вторая свеча растущая, это бычий имбаланс, если вторая свеча падающая, это медвежий имбаланс. Если мы торгуем в восходящем тренде, то нам нужно торговать в лонг от снятия ликвидности в бычьем имбалансе. Бычий имбаланс — разрыв между первой и третьей свечой, вторая свеча супер сильно растет, вот это вот диапазон роста, где первая и третья свеча не пересекались, это и есть наш имбаланс. Если переключиться на младший таймфрейм, то, возможно, цена там снимала ликвидность внутри имбаланса, сейчас посмотрим, и можно было открыть какую-то лонг-позицию. Ну, вот это вот локальное снятие ликвидности в имбалансе было, и после этого доминация покупателей и лонг-позиция. То есть сняли ликвидность в имбалансе, дали хорошую реакцию наверх, очень важно, и после этого мы открываем лонг. Аналогично здесь. Снимаем ликвидность, делаем это внутри вот этого имбаланса, даем реакцию в лонг, и можно было открывать лонг-сетап. Ну, здесь мы сняли ликвидность вот просто без имбаланса, потому что здесь имбаланса никакого не было. Единственный был вот здесь, и он уже полностью заполнен ценой, поэтому он нам не интересен. Нам интересны имбалансы только, которые еще не были полностью заполнены. Вот этот вот
Мы его заполнили, пошли дальше наверх. Дальше я его просто удаляю с графика, потому что цена уже с ним поработала. То, что вот здесь осталось еще пустое место не заполненное, нам не нужно заполнять его на 100%, мы можем заполнить его на несколько процентов. И если есть реакция наверх, это вот реально все, что нам нужно. Допустим, как вот здесь вот. Мы коснулись этого имбаланса вот этого. Очень немного. Но самое главное, что есть реакция наверх. И после реакции наверх сразу же дается лонг. Вот здесь коснулись этого имбаланса, ну тоже так, скажем, процентов на 30. Сняли ликвидность какую-то. Если посмотреть по 5-минутному таймфрейму, я думаю, что будет хорошо видно снятие локального минимума, вот этого вот. Сняли локальный минимум, дали реакцию наверх, и после модели входа можно было открывать лонг-позицию. Ну, модель входа — это там, когда активно включаются покупатели после снятия ликвидности в имбалансе. Смотри, видос получился очень объемным, и за час времени я уже рассказал тебе, что такое трейдинг, как устроен график. Самое главное, как его читать с помощью всего 3 простых инструментов: структура, ликвидность и имбалансы. Но и это еще не все. И, к сожалению, этого пока что недостаточно, и нужно изучить чуть больше для того, чтобы прийти к четкой системе. Но не хочу сильно загружать тебя за один видос, поэтому давай будем учиться поступательно. В следующем видео я раскрою самую важную вещь для того, чтобы присоединяться в позиции с нормальным винрейтом. Присоединяться в позиции после снятия ликвидности только тогда, когда появляется четкая модель входа. Следующее видео на канале будет про модели входа. Либо оно уже вышло, либо выйдет в скором времени, поэтому если тебе было полезно это, то рекомендую подписаться, поставить уведомления и следить за выпуском следующего видоса.